Чувашской республике много проблем. За коррупцию осуждены 2 ключевых министра и еще один уволен по утрате доверия. В этом году оптимизируют десяток больниц и в Чебоксарах, и в районах. По всем официальным рейтингам Чувашия падает все ниже и ниже. В это же самое время Единая Россия плотно держит чувашский парламент. 2/3 депутатов — это единороссы. То есть у них есть все: власть, бюджет и возможность принимать любые решения. Так какие именно решения они принимают? Давайте посмотрим топ-5 самых показательных законов, которые провела Единая Россия в Чувашии. Без лишней воды, по фактам. Не забудьте поставить лайк. Начинаем. Глава Чувашии Николаев получает 2 зарплаты от Путина и из бюджета Чувашии. Что? Да. В начале этого года вышел указ президента. Всем губернаторам назначили зарплату на уровне федеральных министров, причем из фонда правительства России. После этого региональные парламенты начали менять свои законы, чтобы у губернаторов оставалась только одна зарплата. Но не чувашский госсовет. Депутаты уже полгода удерживают оборону от оппозиции и ни в какую не хотят менять местный закон. В результате Николаев продолжает получать выплаты из федерального и из регионального бюджета. Об этом беспределе говорят даже в Госдуме. Но пока в парламенте Чувашии сохраняется большинство Единой России, Николаев хочет и дальше класть в карман двойную зарплату. Несколько лет назад левая оппозиция в Чувашии добилась льгот для детей войны. Это люди, родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 на территории СССР. Те, кто были еще детьми во время Великой Отечественной. Это люди тяжелой судьбы, а в республике их всего 36 тысяч. В прошлом году на 9 мая им выплатили 5000 рублей. В этом году только 3. Оппозиция требовала закрепить в законе ежегодную выплату на уровне 5000. Депутаты от Единой России вынесли вопрос на голосование, причем не стали голосовать поименно, и большинством отклонили даже эту мизерную выплату. Конечно, это не мешает единороссам 9 мая прийти к ветеранам и детям войны со всей агитацией. Главное не забывать выложить фото и написать, как сильно они уважают их подвиг. Несколько лет назад глава Чувашии задумался о реформе местного самоуправления. Планировал ли он сделать районы более самостоятельными, чтобы люди там захотели жить, создавать семьи и развиваться? Ну, конечно, нет. Реформа нужна была, чтобы упростить контроль над республикой. И за это голосовали единороссы из Госсовета. Раньше в каждой деревне Чувашии был свой депутат. Даже если он состоял в Единой России, он все равно жил на месте и прислушивался к людям. Зарплату такие люди не получали, впрочем, как и сейчас. Теперь их стало сильно меньше, на весь район не больше 20. Их полномочия тоже сократили. В результате местное самоуправление почти перестало быть самостоятельным. Депутаты все чаще просто выполняют решения сверху. При этом именно такие местные депутаты раньше могли обламывать планы главы республики и блокировать спорные проекты. Например, остановили строительство китайского завода. Теперь это стало почти невозможно. Когда в этом году депутаты в районах пытались голосовать против повышения тарифов ЖКХ или оптимизации больниц, туда приезжало партийное руководство из Чебоксар и голосование проводилось заново. Показательный случай Новочебоксарск. Там депутаты сначала защищали популярного мэра Максима Семенова, потом их вызвали на ковер в Чебоксары. И решение изменилось. Семенова отправили в отставку по формальным основаниям. В итоге система стала легче управляться сверху, но эффективности это не прибавило. Сейчас это особенно видно, когда зимой выпало много снега, а весной начались паводки и прошел ледяной дождь, несколько тысяч человек остались без электричества. Реакция власти на это бесполезная и нерешительная. На словах обещали эффективную модель, а на деле получилось наоборот. Зато теперь в Чувашии не районы, а округа. Ну прям как в Москве. Сейчас у Единой России один из самых низких рейтингов чуть ли не за все время существования партии. Олег Николаев на выборах в прошлом году набрал в Чебоксарах свой минимум – меньше 50% голосов. В такой ситуации нашей власти можно было бы заняться реальными проблемами – зарплатами врачей и учителей, коррупцией, экономикой. Но у них другой путь. Они выбрали простой, советский – изменить карту избирательных округов для выборов Чувашского госсовета. Раньше половина депутатов Чувашского парламента избиралась в Чебоксарах, другая половина в районах республики.
Теперь каждому городскому избирательному округу добавляются районы. Ой, округа Чувашии. Причина банальна: в районах результат для власти традиционно легче фальсифицировать. Там по 90% явки и 90% голосов за власть. А член комиссии, если будет нужно, съест документ и не постесняется. В итоге городские голоса размоются, и нужный результат станет еще легче набрать. Поможет ли такой схематоз удержаться у власти? В краткосрочной перспективе, наверное, да. Но факт таких изменений показывает другое. Даже на выборах, в которых все идет по их правилам, выигрывать им становится все сложнее. Если вы не эколог, вы могли не слышать про чувашский законопроект в Госдуме. Он позволяет менять границы особо охраняемых природных территорий или даже закрывать заповедники. В Чувашии есть заповедники Присурский, национальный парк Чуваш в Армане, Заволжье, Чебоксарский ботанический сад. Сейчас их границы защищены законом. Региональные власти не могут их просто так поменять. Но новый закон должен это изменить по всей России. Документы подготовили депутаты «Единой России» и внесли в Госдуму. Мы собирали подписи против этого беспредела. Но несмотря на это, закон уже прошел первое чтение. Такие изменения откроют возможности для застройки на территориях, которые раньше считались неприкосновенными. Экологи называют закон чувашским, потому что инициатива пошла именно из Чувашии. Так «Единая Россия» не только лоббирует интересы застройщиков, но и позорит республику на всю страну. С каждым годом федеральные власти оставляют местным депутатам все меньше полномочий. Но, как видно, и в этих условиях чувашская «Единая Россия» успевает проводить решения, которые вызывают очень много вопросов. Я рассказал только о тех, которые на слуху. Сейчас многие из тех, кто принимает эти решения, свора застройщиков, владельцев заводов и пароходов, ректоров и бывших чиновников, хотят сохранить свои места еще на 5 лет. Вопрос: готовы ли вы с этим согласиться? Можно осенью прийти на голосование и проголосовать против этого бесконечного беспредела. Лично я буду голосовать против «Единой России». А что будете делать вы? Пишите в комментариях. 5 лет назад нам удалось сделать так, чтобы эта партия получила самый низкий результат за свою историю в Чувашии. Повторим.